Здравствуйте, с вами Радужная палитра, и сегодня мы нарисуем медвежонка. Он у нас будет в коробке. Для начала нарисуем простым карандашом саму коробку. Рядом с коробкой будет лежать крышка от коробки. На крышке коробки будет у нас бантик. Стираем линии, которые находят на бантик. А теперь нарисуем самого медвежонка. Наметим голову его, и здесь будет туловище. Теперь саму мордашку. Носик большой нарисуем. Ротик. Он у нас улыбается. Нарисуем открытый ротик. И глазки. Глазки будут небольшие. Сразу наметим зрачки. Реснички. Бровки. Ручки нарисуем ему. Опять же стираем все линии, которые поверх идут. Если спинка внизу, значит на руке стираем линию спины. И теперь нарисуем нашему медвежонку колпак. У него сегодня день рождения. И он спрятался в подарок. Здесь можно хвостик нарисовать, чуть-чуть виднеется из коробки. И, конечно же, какой день рождения без шариков. Нарисуем ему шары. Итак, наш рисунок в карандаше выполнен. Теперь нужно нам начать рисовать красками. Итак, приступим к рисованию красками. Возьмем кисточку побольше, возьмем на палитру коричневый цвет. И можно этим коричневым цветом
начать рисовать самые темные участки медвежонка. Там будет хвостик. Кисточку помоем и возьмем оранжевый цвет прямо сюда в коричневый и размешаем. Видим, как цвет меняется. И закрасим животик этим цветом. Кисточку снова моем. Берем еще оранжевого. И хорошо вымесим цвет. И продолжим закрашивать мордочку. Животик, ручки. Теперь помоем кисточку. Возьмем желтого. Прям тоже побольше и размешаем. Цвет у нас становится все светлее и светлее. Закрасим ушки. Моем кисточку. Сейчас мы будем добавлять понемногу белого. Если краски много, можно с краешку так смешать, чтобы всю краску не смешивать. И глазки сейчас можно прокрыть, потом и поверху их закроем нужным цветом. Снова моем кисточку и сушим. Немножко чуть-чуть поярче делаем. Теперь моем кисточку, сушим.
берем побольше белого, чтобы получился светло-коричневый цвет. И прокрашиваем мордочку. Еще берем белого. Чтобы получился такой светло-светло-коричневый, такой бежевый цвет. Этим цветом еще немножко животик можно по центру пройтись. Краски у нас еще сырые, поэтому оно смешивается и плавно переходит от другого цвета. Теперь кисточку помоем большую. Высушим и отложим в сторону. Возьмем кисточку поменьшего размера, возьмем немножко черного и смешаем с нашим коричневым, который остался здесь. Нам нужно получить темно-коричневый цвет. Вот так вот размешали. Если цвет не остался, можно взять коричневый и черный и закрасить внутреннюю часть ушек. Еще возьмем черного, смешаем, чтобы получился такой светло-черный цвет, слегка отдает коричневым. Закрасим носик. Моем кисть. Возьмем светлую, толстую кисточку, на палитру положим желтого цвета. И смешаем с белым. Но не весь, опять же, половину желтого мешаем с белым, перемешиваем, остальную половину оставляем желтым. И закрашиваем колпачок. Кисточку можно просто вытереть из стакана и взять яркого желтого цвета и с одной стороны закрасить более темным. Этим же желтым цветом мы закрашиваем один шарик.
К желтому добавляем оранжевого. Оранжевого берем немножко. Если переборщили, можно взять еще желтенького. И закрашиваем теневую сторону шарика. Помыли, высушили кисточку и сухой кисточкой сделали пару движений, чтобы наш цвет был плавным. Возьмем белого и самим белым можно сделать блики на шарике. Другой шарик у меня будет голубой. Если есть на палитре голубой, можно взять голубой цвет и смешать с белым. Опять же, мы не весь смешиваем, а часть голубого цвета. Получается светло-голубенький. Если нет голубого, берем синий и больше добавляем белого. И закрашиваем наш шарик. Берем темный, не смешанный цвет и рисуем темную сторону. Опять же, кисточку можно просушить, промыть и сделать плавный переход. Опять же, моем, сушим кисточку, берем белый цвет. Белым цветом добавляем белые пятнышки. Второй шарик готов. И закрасим третий шарик оранжевым цветом. Также беру оранжевый. В него добавляем белый. И светло-оранжевым закрашиваем. Берем оранжевый с баночки и закрашиваем теневую сторону. Моем, сушим кисть. Проходим сухой кисточкой и делаем блики. Белые пятнышки. Берем кисточку поменьше, и я хочу на колпачке сделать голубые полосочки. Так как у меня желтый, еще цвет не высох, краска смешивается и получается зеленый тон такой. Но мне это нравится. Пусть будет зеленоватый. Если вы хотите голубые, то дождитесь, пока желтый хорошенько просохнет. Ну что, приступим к рисованию коробки. Коробка у меня будет в бежевых тонах, поэтому я возьму оранжевый.
Возьму побольше белого. Немножко оранжевого сюда переложу. Добавлю еще белого цвета. И закрашу коробку. У меня будет самая светлая сторона. Это у нас потемнее, поэтому беру оранжевый уже не смешанный с белым, закрашиваю. Также закрашу вот эту часть крышки. Беру немного красного, добавляю в оранжевый. Немножко больше оранжевого возьму. У меня получается еще насыщеннее оранжевый. Закрашиваю теневую часть коробки. Темную часть крышки. Немножечко коричневого возьму. Такой темный цвет получится. Кисточку пока оставлю, возьму потоньше кисть, закрашу внутреннюю часть коробки. Тень под бантиком сделаем. Закрашу крышку. Крышки даже можно белого добавить, посветлее. Помоем, высушим.
кисть. Возьмем красный цвет. Прокрасим наш бантик. А к красному добавим немножко синего. Наш цвет изменится. Станет такой темно-бордовый. Этим цветом мы все внутренние части бантика закрасим. Помоем, высушим кисточку. Возьмем белый цвет и прям белым цветом будем рисовать светлые части бантика. Это будет переход. Можно несколько полосочек сделать. Так, бантик готов. Теперь мы немножко закроем фон. Возьмем немножко черного. Побольше наберем белого. Чтобы светло-светло такой серенький получился. И немножко возьмем коричневого. Можно смело вот так вот закрашивать. Можно не весь фон, а можно весь, по вашему желанию. Я нижнюю часть прокрашу этим цветом. Дальше можно помыть кисть, сюда же добавить еще белого побольше. И закрыть следующую часть фона.
К этому цвету я возьму немного зеленого, светло-зеленого. У меня есть светло-зеленый есть на палитре в красках. И такой светлый салатовый цвет у меня получился. Я прокрашу вокруг мишки. К нему возьму еще белого цвета. Даже побольше возьму белого. Цвет становится светлее, я прокрашу дальше фон более светло-зеленым. Кисточку помою, высушу. Возьму маленькую кисточку. Черный цвет прямо с баночки. И черным цветом закрашу глазки. Кисть мою, высушиваю. Возьму самую-самую тоненькую кисточку нолик. И черным цветом вот так вот прорисую мелкие детали. Можно обвести по контуру черным цветом, чтобы мишка становился выразительнее. Кисточкой еле касаемся, и линия получается такая прерывистая.
Взяли кисточку среднего размера. Возьмем белый с банки. И сделаем зрачки. Блик на носике можно. Кисть помыли. Возьмем белый, немного красного. Рисуем язычок. Ротик опять можно немножко подкорректировать черным цветом. На этом все. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рисуйте. До новых встреч!